Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я начну очень интересный проект, на мой взгляд, по утилизации лоскутов, которые остались у меня от предыдущих проектов. Я долго думала, куда же деть это все богатство. Это у меня не все, у меня еще примерно две такие кучки. И сегодня я совершенно случайно в интернете наткнулась на пэтчворк покрывала, которые выглядят как книжная полка с книгами. И у меня загорелись глаза. Мой ребенок обожает книги. Он с ними просыпается, он с ними ест, он с ними засыпает. Ну, в общем, чуть ли не моется с книгами. Я решила, почему бы мне не сделать покрывало в виде книжной полки с книгами в его комнату. Я думаю, он обрадуется, и ему очень понравится. Самого фона у меня еще нет. Я буду покупать серый, возможно, графитовый хлопок для фона. Ну, как я поняла по картинкам, это самый наилучший цвет, более подходящий, темный. Из этого всего я буду делать корешки книг. Размер покрывала у меня будет 2 на 1,50 м. И пока у меня швейная машинка находится на профилактике, я ее отдала, чтобы ее почистили, смазали все узлы, проверили электронику. Я начну с подготовки корешков книг, так сказать. Для этого подойдут очень хорошо вот такие полосы. Вот такие кусочки я не знаю, буду ли я их использовать. Ну, вот этот однозначно не подойдет. Хотя, может быть, буду думать, смотреть. Может быть, я буду вот такие вещи стачивать вместе, чтобы у меня было побольше разных кусочков. Вот. Ну, долго задерживаться не буду с разговорами, начну. Вот что мне удалось за 5 вечеров нарезать. Ну, я буквально по 2-3 часа вечером. Вот полоски разной ширины, разной длины. Есть вот такие сточные. Я сейчас к ним вернусь. Хочу рассказать сначала по схеме. Как я и планировала. Одеяло я буду делать 2 метра на 1,5. И у меня будет 5 полок, 5 отделений с книгами. Размеры их следующие. Чтобы у меня 2 метра получилось и полки были одинаковые, я рассчитала. Значит, само пространство между полками будет 35 сантиметров. То есть вот это место, где будут как бы стоять книги. Сами полки будут по 4 сантиметра шириной. А также вот эти стенки боковые шкафа тоже будут 4 сантиметра шириной. И расстояние от дна полки до дна следующей полки 39 сантиметров. Таким образом у меня получается 1,99 м. Ну, плюс здесь еще припуски останутся. Ну, вот как раз на 2 метра я выхожу. По ширине, поскольку эти стенки будут по 4, то само вот это пространство я буду делать 142 сантиметра. То есть набирать книг на 142 сантиметра. Для этого, смотрите, я сделала полоски разной длины. То есть вот корешки вот таким образом, да, как книги. От 20 до 35 сантиметров. Чтобы они у меня вот здесь, в это пространство помещались. И ширина полосок
разная. Смотрите, 4 сантиметра, 4,5 сантиметра, 5, 6 и 8. Вот мои книги. Помимо цельных полосок у меня еще будут сточные корешки книг. Вот, смотрите. Например, вот так я буду стачивать. Уже забыла, как хотела. Ну, вот так, наверное. Коричневый, зеленый, коричневый, такой и снова коричневый. Ну и так далее. То есть это совсем из маленьких кусочков, из которых цельные полоски не получились. И первым делом я начну собирать корешки книг. Вот все, что у меня здесь нарезано. Сейчас я приступлю к самому ответственному этапу. Это утюжка и подравнивание вот этих полосок. Не жалейте время, пожалуйста, и силы вот на эту деятельность. Я буду швы, припуски, вернее, не разутюживать, а заутюживать на одну из сторон. Ну вот как у меня ложится, да, так я и буду делать. Сначала отутюжу все полосочки, все лоскуточки, а затем буду подравнивать. Вот видите, уже получается достаточно аккуратный корешочек, нежели вот такой. Вот в данном случае, например, ну как не отутюжить вот такой корешок, да, и пускать его в дальнейшую работу. Как к нему затем пришивать следующий корешок, ну не совсем понятно. Да, то есть где-то может образоваться защип и пойдет уже как-то все в кривь и в кость. Когда я заутюживаю припуски вот на таких кусочках, где лоскутки почти полупрозрачные, я заутюживаю на темные. Смотрите, чтобы потом у меня с этой стороны не просвечивало. Поскольку у меня обратная сторона, подкладка, да, так называемая, этого покрывала будет светлая, то вот эти все припуски, они будут видны темные. Поэтому я их на темные кусочки, на темные лоскутки заутюживаю. Сейчас я подравниваю корешки книг, чтобы они у меня были четко прямоугольные. Для этого я использую инструмент, который считаю необходимым для начинающих рукодельниц и вообще для тех, кто увлекается пэтчворком. Это роликовый нож и линейка для пэтчворка. По этим инструментам у меня есть обзор на канале. Там я рассказываю, на что обратить внимание во время покупки вот этого инструмента. Смотрите, когда вы выкраиваете полоски, они должны быть ровными прямоугольниками, правильными. То есть вот эти углы все должны быть строго 90 градусов. Не так, не так, а вот четко ровная полоска. И тогда при стачивании остальных полосок, да, когда вы будете стачивать, у вас будет все ровненько и аккуратно. Полосы выровнены. И теперь, как вы видите, я отобрала сюда полоски однотонные. Здесь у меня остались цветные все. А на этих однотонных я буду делать строчки декоративные. Может быть, слова, фразы даже какие-то на машинке вышивать. Для того, чтобы это было не просто
полоски, да, чтобы они были похожи на корешки книг. Поскольку у меня ткани разные, вот это, например, почти прозрачная, есть поплотнее лоскуты. Вот такие ткани тоненькие я буду укреплять флизелином. И укреплять я буду, сейчас покажу, ну вот таким образом примерно. Приутюживать его. Давайте я покажу на темном, чтобы было виднее. Вот тоже полупрозрачный, видите, голубой. То есть вот таким образом. Эти припуски я не буду дублировать. И здесь, соответственно, тоже, ну, чтобы у меня не было ненужных утолщений. То есть буду дублировать только то место, где я буду делать строчку декоративную. И когда я кроила полоски, я пыталась соблюдать правила кроя, да, выкраивала их по долевой, ну или в крайнем случае по поперечной. В случае с дублерином, вернее с флизелином, поскольку я тоже буду использовать остатки, здесь вот мне вообще все равно. Видите, у меня даже отчасти как-то наискось. Но меня это отнюдь не тревожит. Я вот как есть, так и буду его приутюживать. Корешки книг готовы. Я их отсортировала уже по основным размерам. И я вышивала, ну, как вы видите, какие-то мотивирующие, крылатые фразы. И заняло это у меня все около 10 дней. Это процесс был не быстрый, потому что надо было сначала найти фразу, ввести ее в машинку, вот здесь вот выставить расстояние, да, каким-то образом откалибровать. Затем вышивать, обрезать ниточки вот здесь вот между буквами, иначе все это стягивалось. И потом до меня дошло, что можно было сделать проще. Это вам как вариант. Если у вас нет машинки, которая вышивает буквы, слова, можно, в принципе, взять какой-то маркер для одежды. Знаете, бывает, подписывают одежду детям. Вот такими маркерами цветными просто написать. Они перманентные, они не стираются, не уходят при стирке. Поэтому, ну вот если бы я знала раньше, да, что можно было бы обойтись маркером, я бы сэкономила очень много времени. А так, ну, как получилось, так получилось. Сейчас мне нужно будет сформировать вот это пространство, да, сверху над книгами, над корешками. Это я буду делать вот из такой ткани хлопчатобумажной. Я ее предварительно постирала, отутюжила с паром, то есть сделала декотировку. Сейчас я буду нарезать полоски. Сначала нарежу шириной 6 сантиметров. И затем буду пришивать эти полоски к корешкам книг сверху только, да, потому что, смотрите, пространство вот это сверху, сами книги будут стоять на полке. То есть сверху буду пришивать и отмерять, сколько здесь у меня в готовом виде 35, значит буду делать 36 с половиной вот эту полоску, да, корешок книги и пространство. Сами полки я буду делать вот из этой ткани. Удалось мне найти под дерево с таким принтом. Тоже я ее постирала, отутюжила. Чем сейчас и займусь.
Сначала срежу кромку, а затем нарежу полоски. Но много сразу нарезать я не буду. Я нарежу 4-5 полосок по 6 сантиметров шириной. Если мне не хватит, я лучше буду потом уже подрезать, чем мне потом придется из 6 сантиметров отрезать сантиметр, делать 5. То есть постепенно буду это делать. По расходу ткани хочу сразу же сказать, что вот на корешки книг я не знаю, какой расход ткани. Тут у меня много всяких лоскутов, но вы видели. А этих тканей, вот темную на пространство я взяла 1,5 метра. А на полке я взяла, по-моему, 1,20 метра, если не ошибаюсь. Должно хватить. Ну, тут, в принципе, немного полоски. Основное это будут занимать корешки книг. Готово. Это все у меня заняло еще 6 дней. Ну, я делала не спеша. У меня каждый вечер часа по 2 уходила на это. И теперь, смотрите, прежде чем эти полоски сшивать между собой, да, формировать эти длинные блоки, у меня есть еще блоки, вот где книги просто лежат на полке, и книга стоит под наклоном. Вот для этого блока, а именно он будет выглядеть вот таким образом, то есть вот это блок, я сделала вот такие полоски. Смотрите, с двух сторон темной тканью, и все они одной длины у меня. Здесь 35 сантиметров. Ну, я их также буду складывать в каком-то интересном порядке и сшивать между собой. И сверху добавлять еще кусочек темной ткани вот сюда. И как вы видите, у меня есть еще один блок. Вот таким образом он выглядит. Узкий, где книга стоит под наклоном. Сейчас я покажу, как этот блок выполнять. Вот у меня корешок книги, которая будет находиться под наклоном. Так или так я еще не решила. И у меня осталась полоска шириной 6 сантиметров. Я ее притачаю с двух сторон. Это первый шаг. Вот таким образом. И здесь обрежу. Готово. Припуски я разутюжила. И теперь ту же самую полоску нужно будет пришить снизу и сверху. Это второй шаг. Теперь из этого прямоугольника вырезаем другой прямоугольник, тот, который нам нужен. Поворачиваем корешок книги. Здесь у нас должен остаться припуск, да, потому что книга будет упираться на другие книги, опираться. Здесь у нас пойдет, будет притачиваться полка, да, и здесь, ну, уже на ваше усмотрение, как хотите. Либо у вас здесь будет немножко пустое пространство, либо здесь книги и здесь книги. Сейчас посмотрю, что получится. Так, вот здесь я оставляю припуск. Отрезаю. Для удобства я переверну просто, поскольку я режу на мате. У меня здесь есть разлиновка. То же самое выполню с этой стороны.
Вот так. Здесь, видите, тоже оставляю припуск. А здесь сверху можно и побольше оставить, потому что сверху я еще буду притачивать темную ткань для того, чтобы у меня получилось вот здесь пространство. Поэтому здесь можно побольше чуть-чуть оставить. Ну вот сколько здесь позволяет уголок, столько я и срежу. Вот. И здесь сверху я доберу темной тканью, добавлю, чтобы у меня получилась такая же длина. Ну, здесь совсем немножко. Может быть, я даже этого... Нет, этого у меня не хватит. Вот этот притачаю потом и подрежу. И вот у меня получится блок с книгой в наклон. Таких я сделаю, ну, еще, наверное, парочку. Раскидаю по полкам. Блоки с книгами в наклон готовы. Я сделала 2 в одну сторону и 1 блок в наклон в другую сторону. И вы уж меня извините, я вот такие блоки тоже собрала с книгами, которые лежат на полке. 3 блока я сделала. Вот они. Ну, тут ничего сложного. Я корешки между собой стачала и сверху добавила лоскуты. У меня осталось вот этой темной ткани совсем небольшой кусочек. 1,5 метра я покупала. Вот все, что осталось. И сейчас, пожалуй, начнется самое интересное. Сейчас я буду уже собирать вот эти блоки длинные. Буду стачивать корешки книг, да, между собой и вот эти блоки куда-то пристраивать. Шел 26-й день проекта. Так долго я еще никогда не шила. Книги готовы, да, вот эти вот все корешки. Я все их подготовила, подровняла. 5 у меня их по плану. И теперь я буду уже соединять их между собой. Я уже нарезала полоски. То есть вот эти полки. И 2 чуть пошире я решила сделать снизу и сверху. Ну, подкладка у меня позволяет, изнаночная сторона по размеру. Поэтому я решила добавить еще по 1,5 сантиметра. Пусть подлиннее будет. Буду соединять следующим образом. Начну сверху, к ней притачаю книги, затем полку, затем дальше книги и так далее. То есть сверху вниз пойду постепенно, а затем уже вот эти боковые стенки шкафа. Верх покрывала готов. Я его сложила, чтобы он вошел в кадр. Теперь я уже вышла на финишную прямую. Сейчас я буду соединять верх с подкладкой. Как я говорила в начале, не помню уже, наверное, говорила, сэндвич я делать не буду, никакой синтепон внутрь прокладывать не буду. Я купила вот такой флис. Сейчас разложу его на полу. Сверху положу вот этот верх сборный и буду приметывать большими стежками 2-3 сантиметра. Начну от центра, ну, приметаю, видимо, вот по этим, да, линиям, по полкам и по краю. Сметала я низ и верх, вот как я и планировала, по периметру. Затем вот по этим полкам. И теперь начну простегивать. Простегивать я буду следующим образом. Сначала простегаю вот эти большие прямоугольники. Вот так. Здесь прямо попытаюсь попасть между тканями, да, чтобы не видно было строчку.
Затем простегаю каждую книгу отдельно. Вот так. А затем уже на свободном ходу вот это пространство темно-коричневое буду простегивать крупными мазгами. Вот как-нибудь вот так вот, да. Ну, посмотрю, как получится. По контуру книг корешки я все простегала. Здесь тоже обычной прямой строчкой, обычной лапкой. Получилось все очень достойно. Ну, смотрите, да? С обратной стороны вот так все выглядит. Ну, кое-где видно немножко узелки. Это потому что я использовала нитки двух цветов. Темно-коричневую сверху и под цвет снизу. И собралась уже было делать мозги вот здесь, да, вот в этом месте. Поставила приставной столик к машинке, ну вы видели. Пробовала. Смотрите, изнахратила весь угол здесь. Много раз я пробовала, распарывала, снова пробовала. У меня не получается. Случаются пропуски. По 3-4 пропуска. Я попробовала, поставила иголки разные, 6 видов. И для стежки, и для вышивки, и супер стрейч. В общем, какие-то еще. Попробовала лапки. Вот эта лапка пружинная, да, для стежки. Это обычная для стежки. Не получилось. Катушку ниток я тоже крутила, вертела всячески. Думала, может быть, причина в этом, но нет. Ну, никак. Поэтому обращаюсь к вам с вопросом. Может быть, кто-то из вас знает, в чем причина и как устранить ее, да, как все-таки мне простегать здесь. Пожалуйста, пишите в комментариях. Очень жду вашей помощи. А на этом я, наверное, со стежкой в данный момент буду закругляться. Я сейчас подровняю края ровненько, да, ну вот здесь вот у меня, где вышло за края, все ровно обрежу и обработаю по краю косой бейкой. Почему такой цвет? Ну, потому что у меня коричневой нет. И, конечно, было бы интереснее темно-коричневой или черной. Но у меня такой бейки нет, а это у меня есть 10 метров. Бейка у нас дорогая, по 2 евро за метр. Конечно, платить я не хочу, поэтому буду использовать то, что есть. Ну, сейчас окантую все и покажу уже результат. Ну, к сожалению, без стежки. Может быть, кто-то из вас мне подскажет, как справиться с этой проблемой, и я потом простегаю. Наконец-то закончила я это покрывало. Я его разложу сейчас, конечно, покажу, как оно смотрится полностью. Косую бейку я нашла голубую, потому что, ну, розовая мне показалась девчачья какая-то. У меня все-таки сын, поэтому голубую я нашла и пришила я ее, смотрите, трикотажным зигзагом. Вот так получилось. Уголочки как делать я показывала в ролике, где я шила салфетки с гномами новогодние, по-моему, в том году или в позатом. Получилось у меня покрывало размером 1,55 м на 2,5 м. То есть даже чуть побольше, чем я рассчитывала. Но я ориентировалась на размеры вот этого лоскута, этого флиса. Если бы этот флис был шириной побольше, пошире, да, я бы, конечно, сделала побольше. Чуть-чуть покрывала.
И у меня осталось еще, смотрите, сколько готовых корешков. То есть я себе наперед сделала, да, заготовку. Я, наверное, сделаю еще подушку. Тут останется, может быть, 2 даже, потому что много. Смотрите. На этом я буду с вами прощаться. Всем желаю отличного настроения. До свидания.